Привет, друзья! Сейчас главные новости Европы. В Германии полиция готовится к усиленным мерам безопасности на Новый год, чтобы обеспечить порядок на улицах крупных городов, включая Берлин и Мюнхен. Одновременно усиливается экономическое давление. Президент Союза работодателей Райнер Дюлькер требует от канцлера Фридриха Мерца решительных реформ, чтобы преодолеть длительную стагнацию. Он предлагает сокращение бюрократии, повышение чистого дохода граждан и реформы социальной сферы. В то же время цены на жилье в Германии продолжают расти, и эксперты предупреждают, что в 2026 году расходы семей вырастут почти по всей Германии. И еще одна тема: в медиа активно критикуют наследие Ангелы Меркель, указывая на структурные проблемы в экономике, миграции и социальной сфере, которые ощущаются и сегодня. Обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, в Германии полиция готовится к усиленным мерам безопасности на Новый год. На Мюнхенскую, Берлинскую и другие крупные площади будут направлены специальные мобильные подразделения, чтобы поддерживать порядок и безопасность граждан. Причина – это прошлогодние инциденты. Тогда на улицах, напомню, происходили инциденты с поджогом мусорных контейнеров и запуском петард, что привлекло внимание полиции и вызвало напряженную ситуацию. В отдельных городах Германии число вызовов полиции в новогоднюю ночь всего доходило до 1000 в час, а ущерб оценивался в миллионы евро. Полиция предупреждает, что любые нарушения общественного порядка будут пресекаться, а за применение пиротехники и повреждение имущества предусмотрены соответствующие меры. Руководство полиции подчеркивает, что меры безопасности будут согласованы с муниципальными властями, и в каждой крупной зоне массового скопления людей будут дежурить усиленные патрули. Цель – это защитить граждан и обеспечить порядок, при этом дать возможность мирно отпраздновать Новый год. Следующая новость одна из самых важных. В Германии усиливается давление на правительство канцлера Фридриха Мерца с требованием провести широкие экономические реформы уже в 2026 году. Это заявление прозвучало от президента Союза работодателей Райнера Дюлькера, который отметил, что без изменений страна может столкнуться с продолжительными экономическими трудностями. По словам Дюлькера, Германия переживает самую долгую экономическую стагнацию с момента основания ФРГ. Экономический рост остается очень слабым, а эксперты не ожидают ощутимого улучшения в ближайшем году. Именно поэтому он настаивает на большом броске реформ, иначе страна потеряет конкурентоспособность и международные позиции. Что конкретно сегодня требует глава работодателей? Он говорит о 3 ключевых направлениях. Первое – сокращение бюрократии, то есть меньше бумажной волокиты для бизнеса и граждан, чтобы ускорить экономическую деятельность. Второе – больше чистого заработка у работающих, то есть чтобы людям реально оставалось больше денег в кармане, а стимулы к работе были выше. И третье – это реформа в социальной сфере, которая снизит издержки на социальную защиту и сделает систему более справедливой и устойчивой. Дюлькер подчеркивает, что текущие внешние вызовы от глобальных экономических сдвигов до торгового давления со стороны США требуют не только внешней политики, но и решительных действий внутри самой Германии, чтобы экономика росла. Он напоминает, что даже сам Мерц говорил ранее о эпохальных изменениях, связанных с мировыми кризисами. Это заявление получает широкий отклик. Бизнес и экономические эксперты считают, что перемены нужны уже сейчас, а не откладываться на потом. Вопрос реформ становится одним из центральных политических и экономических вызовов сегодня для Германии в новом году. Следующая новость связана с обсуждением курса канцлера Фридриха Мерца. В Германии жилье снова становится дороже, и это происходит на фоне экономических трудностей. Эксперты отмечают, что в 2026 году расходы на аренду и покупку квартир могут еще вырасти почти по всей стране, что создаст дополнительное финансовое давление на семьи и пожилых людей. Основная причина – это ограниченное предложение жилья и высокий спрос. Новых домов строится слишком мало, а уже существующие квартиры продолжают, наоборот, дорожать. В результате аренда в крупных городах, таких как Берлин, Мюнхен, Гамбург и Франкфурт, остается особенно тяжелой статьей расходов для жителей. По данным последних прогнозов, рост арендных цен в 2026 году ожидается в среднем на 3-5%, а в некоторых регионах и еще выше. Например, в Мюнхене и Гамбурге аренда может подорожать сильнее, чем в среднем по стране. Это означает, что многие семьи будут отдавать еще большую долю своего дохода на жилье. Покупка собственного жилья тоже не станет легче из-за высоких цен на стройматериалы, дорогие кредиты и слабого роста реальных доходов у покупателей.
остается меньше возможностей, чтобы купить дом или квартиру. Банки ужесточают требования к займам, и многие люди сегодня сталкиваются с трудностями при попытке получить ипотеку. Это особенно остро ощущается на фоне экономического давления, так как зарплаты в Германии сейчас растут медленно, а инфляция держится выше желаемого уровня. В результате соотношение доходов и расходов на жилье становится все менее устойчивым. Для правительства и для канцлера Германии Фридриха Мерца это означает новый социальный вызов. Давление по доступному жилью усиливается, а критики говорят, что действующие меры пока не дают ощутимого результата. Именно поэтому тема стоимости жизни и доступности жилья становится сегодня одним из центральных вопросов политики уже на 2026 год. Также вопрос доступного жилья обсуждается и на уровне Европейского Союза. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее подчеркивала, что вопросы доступности жилья и социальной стабильности входят в приоритетное направление европейской политики, но конкретных решений по улучшению ситуации именно в Германии пока недостаточно. А дальше еще есть важная новость. В немецких медиа появилась критика в адрес бывшего канцлера Ангелы Меркель. И авторы отмечают, что ее политическое наследие именно повлияло на экономическую и социальную ситуацию сегодня в Германии. Согласно анализу Габбара Штайнгарта, Меркель не только сменила стиль управления, но и фактически изменила характер политики страны, что и привело к серьезным последствиям в экономике, миграционной политике и социальной сфере. Авторы отмечают, что ранний период ее правления был связан с четкими заявлениями и прямыми словами о необходимости реформ. Но в дальнейшем политика Меркель стала менее последовательной и более гибкой, что и вызвало сильные разногласия в обществе и внутри политического класса. Многие ее решения, в том числе по миграции, экономической политике и социальным выплатам, воспринимались как противоречивые и не принесли ожидаемой пользы. Критики подчеркивают, что после ее ухода Германия столкнулась с экономическими трудностями и снижением инвестиций, что, по мнению некоторых экспертов, создает вызов для развития страны сегодня. Они считают, что именно эта динамика, а не только внешние кризисы, задает проблемный фундамент для сегодняшних экономических и социальных вызовов. Эксперты особенное внимание уделяют вопросу иммиграции. Меркель сначала говорила о необходимости интеграции и открытости, но затем ее политические шаги стали более сложнее для понимания, что, по мнению критиков, повлияло на общественное настроение и политическую дискуссию. Таким образом, Ангела Меркель не только оставила после себя спорное наследие в политике, но и сформировала часть структурных проблем, с которыми Германия борется сегодня, от экономической стагнации до общественного недовольства и разочарования в политической системе. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.